Друзья, привет! Посмотрите, какой симпатичный и очень вкусный пирог можно приготовить с обыкновенным магазинским растворимым пудингом. Готовится максимально просто, а результат прям потрясающий. У вас обязательно получится. В общем, дальше все в коротеньком видео. Итак, для теста мне понадобится 350 грамм муки, 1 чайная ложка разрыхлителя, я его уже добавила в муку, 100-150 грамм сахара плюс щепотка соли. Все это я засыпаю в глубокую мисочку и перемешиваю. Сюда же натираю 200 грамм сливочного масла на крупной терке. Если масло будет слегка подмороженное, то это будет сделать легче, поэтому я предварительно ненадолго кладу его в морозилку. Далее я руками перемешиваю, соединяю масло с сухими ингредиентами и вот так вот его перетираю до получения более-менее однородной крошки. Все стандартно, как обычно для песочного теста. Готово! Теперь сюда разбиваю одно яйцо и дальше вымешиваю тесто руками. Если оно у вас слишком уж липнет к рукам, то можно добавить еще буквально грамм 30-50 муки. И вот видите, все отлично замешивается. Получается такое гладкое однородное тесто. Теперь его нужно разделить на две равные части. Одну часть отправляю в морозильную камеру, вторую часть ставлю в холодильник минут на 15. А тем временем займусь подготовкой начинки для пирога. Использую 800 мл молока. Большую его часть вливаю в кастрюльку и сразу ставлю на плиту. Пусть подогревается. А в оставшемся молоке, его тут у меня приблизительно миллилитров 200 осталось, развожу сухой пудинг. Постепенно всыпаю, помешиваю, чтобы не было комочков. И готовую смесь вливаю тоненькой струйкой в подогретое молоко. Все время помешивая. Ну и так как пудинг у меня без сахара, я сюда еще добавляю его грамм 100. Все, продолжаю заваривать пудинг, постоянно помешивая. Обычно этот процесс у меня занимает минут 5. Когда масса загустевает и уже начинает закипать, тогда значит ее можно выключать и отставлять в сторону, чтобы она немножко остыла. Тем временем можно заняться основой пирога. Я буду использовать вот такую разборную форму для выпекания диаметром 24 см. На дно выкладываю ту часть теста, которая была в холодильнике, и равномерно его распределяю по всей форме. Также формирую бортики невысокие, примерно до середины формы. Обратите внимание, нужно аккуратно распределить тесто по дну формы так, чтобы не осталось каких-либо дырочек, либо очень тонких участков. Готово! Далее я беру 400 грамм замороженной вишни и сразу из морозилки пересыпаю в миску. Предварительно размораживать вишню не нужно. Добавляю 1-2 столовых ложки крахмала и перемешиваю, чтобы все вишенки им покрылись. Теперь нужно их высыпать в форму на тесто. Пудинг хоть еще слегка парит, но уже остыл достаточно, поэтому накрываю им вишню и аккуратненько ложечкой разравниваю. Готово! И финальный штрих, как и в тертом пироге, натираю остаток теста, который был в морозилке, на крупной терке. Он хорошо подмерз, поэтому отлично трется. Распределяю равномерно по всей поверхности пирога, чтобы полностью закрыть все верхушкой. И отправляю выпекаться в предварительно разогретую до 170 градусов духовку на 45 минут. Когда увидите, что пирог подрумянился, значит можно доставать. Все, пирог готов. Вот такая красота получилась. Теперь нужно дать ему полностью остыть, так как внутри он жидковат за счет пудинга. И можно кушать. Всем приятного аппетита! Пока!